Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании. Здесь мы вяжем и крючком, и спицами. И сегодня у меня будет для вас мастер-класс по тому, как вязать вот такую вот косу. Смотрите, какая она классная, объемная. Здесь отверстия в каждом переплетении. И, конечно же, первый вопрос, который я вам задам. Как вы думаете, как связана данная коса? Хотя я ее уже публиковала у себя в разных соцсетях, и, скорее всего, вы уже знаете, что эта коса стопроцентно связана крючком. И из особенностей, и как бы уникальности, и преимущества этой косы я вам скажу, что связана она единым полотном, без сшивания, без обрезания нити, то есть снизу вверх, да, вы могли бы сказать, да что тут такого, можно связать 3 ленты, их потом заплести и оплести по краям. Но нет, у меня это все одно единое полотно. У меня уже было похожее видео про косу крючком, и там я вязала такую же косу, которая имитирует вязание крючком как спицами, или брешь крючком, или еще как-нибудь назовите это вязание, но там была коса из 2 лент, то есть такой обычный скрученный жгут. И вот я настоятельно рекомендую вам, если вы хотите освоить вот эту технику вязания вот таких вот кос, которые прям вот стопроцентно похожи на косы спицами, то, пожалуйста, начните с того видео. Там чуть проще. Здесь 3 ленты, здесь классическая такая коса, которую мы завязываем, скажем, в волосы, да, и она чуть сложнее, хотя это только на первый взгляд. Но моя рекомендация начать с того видео. Ссылка будет по подсказке либо внизу в описании. А здесь это уже следующий шаг, следующий этап, следующая модификация. Пряжа у меня картоп амигуруми. Характеристики подпишу, вдруг кому-то это надо. Крючок 4 мм. Теперь про саму косу. Это образец, и я продолжу вязать этот образец и свяжу еще одну такую же, прям вот здесь же, тут же у вас на глазах. Смотрите, в образце он весь не умещается в кадр, я в нем набрала 70 петель. Почему 70? По 5 петель с каждого края это вот эта отбивка. И дальше сам раппорт. Раппорт у меня такой. У меня крепление косы идет на 5 петлях. И 3 ленты косы перевиваются. Ну, классическая коса, которая в волосах, она из 3 прядей состоит. Да? То есть 5 умножаем на 3, получается 15. Значит, мне нужен раппорт 15. У меня здесь 60 петель для косы, для раппорта, и по 5 петель на отбивку с каждого края. Итого получается 70. Вы можете делать эту косу на другом количестве петель. Можно взять 6 петель крепления, да, и дальше 6 умножить на 3 это 18. Соответственно, делаете раппорт на 18. Можете взять 7, можете взять 8. Она тогда будет, допустим, вот эти вот лепестки будут более широкие. Может быть, она будет не так тянуть, может быть, еще что-то. Здесь единственный момент, который мне не очень нравится, что вот здесь вот края данной косы, они как бы имеют такой валан. И, наверное, в готовом изделии, если бы я применяла ее для, допустим, свитера или какого-то кардигана или топа, то я бы здесь вот эти вот края связала укороченными рядами для того, чтобы вот этого валана не было. Если бы это была шапка, то, наверное, я бы здесь сделала отворот и на отвороте перешла от соединительных петель с накидом к обычным соединительным петлям. Но это уже как бы все нужно экспериментировать, пока просто образец того, как вяжется эта коса. Итак, вяжется эта коса вся с соединительными петлями с накидом. Она, видите, двусторонняя. Обе стороны у нее отлично выглядят, и обе стороны похожи на вязание спицами. То есть что я сделала вначале? Набрала 70 воздушных петель, дальше сделала одну петлю подъема, и дальше в обратную сторону 70 соединительных петель с накидом. Потом опять воздушная петля подъема и снова 70 соединительных петель с накидом. Для отбивки я тут делаю по 3 пары вот таких вот поворотных рядов, да, итого 6 рядов. И здесь после косы я тоже сделала 3 пары рядов, итого 6 рядов. И дальше я сразу начну делать косу. Про начну делать косу я немножко поторопилась. Прежде чем начать делать косу, я вам предлагаю сделать вот такой образец. То есть здесь я связала 3 ленты, связала их отдельно крючком. Можно взять, допустим, атласные ленточки, если не хотите вязать. И заплела их в косу. Можно взять реальную косу и заплести ее в косу. И уже здесь эти ленты мне подсказывают,
как будет перевиваться лента в вязании. Все оказалось намного проще. Вот именно после того, как я сплела себе такой образец, я поняла, как они переплетаются и как нужно переплетать мне вот здесь мои ряды в вязании крючком, чтобы у меня все получилось без отрыва нити. Повторю еще раз. Поэтому, пожалуйста, вот для наглядности сделайте себе такой образец. Вот будет первый ряд, как бы, да, вот он идет. Потом смотрим, вот он идет второй ряд, и вот он идет третий ряд. И все это можно переплести в вязании крючком. Но вот без такой подсказки у меня ничего бы не получилось. Поэтому я положу ее вот сюда и буду как бы ей пользоваться. Итак, первый ряд, первая лента косы. Воздушная петля подъема, поворот. И начинаю этот ряд с 5 соединительных петель с накидом. По одной петле в каждую точку. Начинаю во второе звено от крючка. Ну, здесь все традиционно, да. Раз, два, три, четыре, 5. Вот я связала вот этот участок. Дальше 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почему 10? Потому что у меня вот это будет одна лента, и нужно будет еще 3 ленты, да? И я уже говорила, что крепление идет у меня на 5 петлях, поэтому остается 2 ленты. 5 умножить на 2 — это 10. Да, если вы делаете крепление на 6 петлях, на 7 петлях, на 8 петлях и так далее, то вы ваше число умножаете здесь на 2. И по низу я отсчитываю точно такое же количество петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вкалываю крючок в 11, делаю соединительную петлю с накидом. Раз, два, три, 4, 5. И провязываю 5 соединительных петель с накидом. Это получается раппорт первого ряда первой ленты. 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид на крючке в 11 петлю и 5 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5. 2 раппорта готовы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 5 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Ну, еще один раз остается. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь по низу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. И в 11 и делаю еще 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. Ну и заканчиваю этот ряд еще 5 соединительных петель. Раз. Это уже вне раппорта. 2, 3, 4, 5. Первый ряд первой ленты на этом готов. Второй ряд первой ленты, воздушная петля подъема, поворот.
И здесь будет просто 70 соединительных петель с накидом. За дальнюю дужку, естественно. Делаю накид на крючке, во вторую звено вкалываю крючок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Дальше пойдет цепочка из воздушных петель. И здесь точно так же вкалываю за дальнюю дужку. 10, 11, 12. И работаю так до конца ряда. Связала я второй ряд первой ленты. Делаю воздушную петлю подъема, поворот. Возвращаюсь на как бы условную лицевую сторону. И смотрите, в принципе, первая лента уже готова. Единственное, что она тонкая. Ну, мне кажется, из 2 рядов тонковато. Хотя можно и такую тоже где-то использовать, ради бога. И поэтому я делаю каждую ленту на 2 парах рядов. То есть я добавлю еще одну пару к этой ленте. Это снова воздушная петля подъема, накид на крючке и 70 соединительных петель с накидом в одну сторону. И затем будет точно так же воздушная петля подъема и 70 соединительных петель с накидом в другую сторону. Просто для того, чтобы моя лента стала потолще. Вот видите, она здесь у меня уже, конечно, поглажена, да, немножко такая приплюснута, но видно, что раз, два, раз, два, раз, два. 2 косички в ленты, значит, мы делаем 2 пары рядов. Связала я первую ленту, она состоит из 2 пар рядов, и дальше будет переход ко второй ленте. Но сначала давайте рассмотрим вот эту подсказку. Но перед тем, как начать заплетать нашу косу и делать второй виток, вторую ленту, давайте обратимся к вот этой подсказке. Зачем я ее вообще вязала? Вот смотрите. Первая лента — белый цвет, вторая лента — фиолетовый цвет, и третья лента, ну такой пускай будет молочный цвет. Смотрите, как идет первая лента. Место крепления, виток, место крепления. Только на нее смотрим. Виток, место крепления. Отлично, мы это связали. Теперь нам нужно понять, как вторая лента переплетается с первой. И я смотрю, вот вторая лента, вот фиолетовый. Она проходит за первой, она идет за белой. Место крепления. Поднимается и снова проходит за белой. Дальше делает виток и снова идет за белой. И дальше идет место крепления. И снова поднимается и снова идет за белой. То есть во всех своих перевитиях вторая лента идет строго за первой. Они не перевиваются. Это нам только кажется, что здесь все так наплетено. А на самом деле вторая лента с первой не перевивается. Перевивать их будет третья лента. Поэтому сейчас мы вяжем просто вторую ленту, практически точно так же, как первую, только за ней. Делаю накид на крючке. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, вяжу 5 соединительных петель с накидом. 2, 3, 4, 5. Так, смотрю, как я здесь делала. 5 соединительных петель сделала, и дальше ухожу в нижний ряд. Спускаюсь к нижнему ряду, я буду делать вторую ленту строго за первой лентой, так просто удобнее. Делаю накид на крючке, вкалываю опять крючок в нижний ряд и делаю еще 5 соединительных петель с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. 10 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И это и будет раппорт. 5 соединительных петель с накидом, 10 воздушных. Дальше считать здесь уже не столь принципиально. То есть здесь 5, здесь 5. Соответственно, я сразу перехожу к следующему отверстию и начинаю с той точки, которая будет следующей после провязанной. И снова делаю 5 соединительных петель с накидом. Работаю строго за первой лентой. Раз, два,
4, 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пять соединительных с накидом. Раз, два, три, 4, 5. И опять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И перехожу к последнему отверстию. Накид на крючке. Раз, два, три, 4, 5. Здесь уже в конце делаю 10 воздушных петель. Опять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ухожу вот сюда. Отсчитываю по верхнему ряду 5 петель. Раз, два, три, 4, 5. И завершаю этот ряд 5 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5. И вот так получается первый ряд для второй ленты. Ну и дальше в обратную сторону. Воздушная петля подъема, поворот. Вяжу строго по второму ряду. По второй ленте второй ряд. То есть я не перескакиваю здесь. Вяжу, как у меня идет вязание. И вяжу 70 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Здесь точно так же. Начинается цепочка из воздушных петель. Работаю по ней за дальнюю дужку. 6, 7, 8, 9, 10. Работаю так до конца ряда. Здесь будет 70 соединительных петель с накидом. Каких-то особых отличий от того, как я вязала первую ленту, во второй не будет, только вот в самом первом ряду, который я уже показала. Дальше второй ряд 70 соединительных петель с накидом, третий ряд снова воздушная петля подъема 70 петель, четвертый ряд снова воздушная петля подъема 70 петель. Встречаемся у третьей ленты. Она самая сложная. Вот я довязала вторую ленту точно так же из двух пар рядов. Вот у меня идет первая. И вот за ней идет вторая. Они не переплетаются. Не пересекаются, не переплетаются никак. И дальше пойдет третья лента. Вот она-то как раз и будет переплетать первую и вторую с собой и будет образовывать эту косу. То есть вот, смотрим. Третья лента молочного цвета. Она идет над белой, над второй, значит, подныривает под фиолетовую, под первую. Место крепления. Затем опять над белой, под фиолетовую. Над белой, под фиолетовую. Она будет самой сложной. Я сначала хотела связать ее другим цветом, контрастом, чтобы что-то тут выделить, но потом подумала, в готовом изделии и мне, и вам все равно придется работать, скорее всего, с одним цветом. Вряд ли какой-то такой художественный прием. Здесь нужен будет, чтобы одна из этих лент была другого цвета. И, наверное, будет нагляднее, проще и правильнее показать, как вязать эту косу одним цветом, потому что готовое изделие мы будем вязать одним цветом все равно. Итак, я сделала воздушную петлю подъема и поворот. Да? И начинаю третью ленту. Третья лента, первый ряд. Здесь небольшой совет. Отмотайте себе сразу длинную нитку от клубка, чтобы лишний раз ее не отматывать. Нитку я здесь буду протягивать через отверстие. То есть она здесь нужна прям длинная. Итак.
воздушная петля, делаю накид в крючке и вяжу 5 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5. 5 соединительных петель для начала я сделала, дальше 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Вытяну немножко петлю, чтобы она не распустилась, и дальше я начинаю заплетать косу. Я беру свою подсказку, напоминаю, что третья лента у меня молочного цвета, и смотрю, что здесь происходит. Лента молочного цвета, она сначала идет над первой лентой, а затем подныривает под вторую. Первая белая, вторая фиолетовая. И здесь делаю то же самое. Вот, я вот так вот перекрещиваю первую со второй лентой, и дальше это идет над и под вторую подныривает. И здесь я вывожу вот эту свою рабочую петлю и возвращаю ее на крючок. Вот так. В каждом отверстии у меня остается по 5 петель, которые и будут служить креплением. И вяжу здесь 5 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Дальше делаю 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нитка, видите, рабочая нить, она впутывается теперь в изделие, и я ее вот так вот немножко тяну, потому что из нее же я и буду вязать. Единственный момент, следите за тем, чтобы рабочая нить всегда была справа от вязания. Вот так вот. И чтобы она шла справа. Иначе вы в следующем ряду ее не выпутаете. Если она вдруг у вас пойдет слева, то вы ее вот так вот пришьете, и она там и останется. Поэтому следим за тем, чтобы нить шла вправо. Итак, 10 воздушных петель я сделала, и дальше второй виток. Опять возвращаюсь к подсказке. Вот я смотрю, как она идет. Третья лента. Она идет над первой и под второй. Вот первая, вот вторая. Над первой, под второй. И слежу, чтобы нитка шла справа от вязания. И дальше смотрю, как она заходит в следующий виток. Опять над первой и под второй. Вот так опять перекрещиваю первую со второй, это тоже важный момент, и вставляю над и под. Вот так. И возвращаю рабочую. Наверное, у меня все перекрутилось. Так. Вот. И возвращаю рабочую петлю на крючок. И снова делаю 5 соединительных петель с накидом. Последнее крепление. Раз, два, три, 4, 5, 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять смотрю, так, вот, видно уже прям, как заплетается коса. Снова вытаскиваю себе ниточку для маневра. Увожу ее вправо от рабочей, рабочей цепочки из воздушных петель и переплетаю. Смотрю, она идет, вот, третья нить, когда выходит, она идет над первой и под второй. Вот первая, значит, над ней и под второй. Вот так. Так. И заходит над первой, под второй.
То есть переплетаю вот так вот первую со второй и в отверстие вставляю цепочку из воздушных петель. Возвращаю ее на крючок, вывожу себе нитку, которую я сейчас буду вязать, и делаю снова 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, последнюю точку, 5. И снова 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, осталось немного. Снова смотрю над первой под второй. Вот она. Первая, вот вторая. Вот так. Снимаю с крючка. Смотрю, чтобы нить шла справа над первой под второй. Вот так. И опять над первой под второй. Перекрещиваю сначала первую со второй, над первой под второй. Вот так. И вытягиваю нитку для маневра. Так. Последнее отверстие. Последний раз вяжу 5 соединительных петель с накидом. В этом ряду раз, два, три, 4, 5. Дальше делаю не 10 воздушных, а только 5. Здесь остается только 5. Раз, два, три, 4, 5. Так, вытаскиваю опять нитку для маневра. Так. И здесь она должна сделать еще один виток над первой под второй и вывожу. И слежу, чтобы нить шла справа от вязания. Возвращаю на крючок, и остается в этом ряду связать лишь 5 соединительных петель по краю. Считаю: раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. И все. На этом первый ряд готов. Если вы на него посмотрите, то уже видно косу. Ну вот прям видно, да, смотрите. Коса уже заплелась, я ничего не отрезала, все сделала на ваших глазах, ничего не сшивала потом. Единственное, теперь нужно третью ленту сделать толстой. То есть у меня 2 первых ленты были из 4 рядов, третья лента тоже должна быть из 4 рядов. Пока мы связали один, значит, нужно связать еще 3. Для контроля себя, если вам удобно, можно пересчитать петли в третьей ленте, потому что здесь тоже можно ошибиться. Их должно быть 70. Но считать здесь на самом деле не очень удобно. Но для того, чтобы не наделать ошибок, я рекомендую пересчитывать петли. Все-таки их итого должно быть 70. Там сколько-то соединительных, сколько-то воздушных, но общее число должно всегда сохраняться. Итак, делаю второй ряд. Давайте я опять себе вытащу нить для маневра, потому что мне нужно чем-то вязать. А моя нить, она прям вот сейчас впуталась в вязаное полотно, и мне как-то надо ее оттуда выпутать. Ее аккуратно тяну. Она, в принципе, тянется, это довольно легко делать. И второй ряд, он будет сейчас выпутывать нить из связанного полотна. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Так, давайте сделаем.
И я вяжу здесь строго по предыдущему ряду, никуда не перескакиваю. Вот как идет у меня ряд, так я за ним и следую крючком. Вяжу только соединительные петли с накидом. Накид на крючке, во второе звено от крючка начинаю. Раз, два, три, четыре. Так, все верно, вяжу дальше. 5, 6. И если мне становится неудобно вязать, я смотрю, куда ныряет моя нитка. Она ныряет вот сюда, и я крючком ныряю туда же. Вот я нырнула, вывела здесь и вязание, и нить. Стараюсь не уронить еще и рабочую петлю. И продолжаю. Вяжу по воздушным петлям. Так, у меня совсем нитка короткая, мне нужно ее вытянуть, потому что вязать мне сейчас нечем. Как бы. Так. Вытащила себе нитку и вяжу опять. В данном ряду нить будет выпутываться. В предыдущем ряду мы ее запутывали, теперь она выпутывается. Если она у вас не выпутывается, значит где-то вы в предыдущем ряду провели ее не справа от вязания. Так, вот я смотрю, вот так она заныривает, вот отсюда выныривает, и я выныриваю тоже вместе с рабочей ниткой, с крючком и с вязанием. Возвращаю на крючок и продолжаю вязать. Так, вот сюда. Если честно, я не особо уже обращаю внимание на все эти переплетения, да, потому что у меня уже есть проложенная нить, проложенная подсказка. Я следую за ней. Здесь главное выныривать уже правильно, именно в этой части. Так. Какой-то системы здесь тоже нет, что 5 связал, вынырнул, 10 связал, вынырнул. Нет, такого нет. Я просто, вот мне удобно, и я сейчас буду заныривать и выныривать, когда мне уже совсем становится неудобно вязать, да. Вот, мне, например, неудобно, я чуть-чуть вытаскиваю и смотрю, как она идет. Вот она, вот сюда и вот сюда. Вывела, вернула на крючок и снова какой-то отрезочек провязала. Ну, единственное, что подтягиваю себе нитку, чтобы было из чего вязать. Надеюсь, этот момент понятен. Здесь самый сложный — это вот эти вот 2 ряда. Следующие ряды будут попроще. В общем, работаю так до конца, провязываю этот ряд, вяжу только соединительные петли с накидом, выныриваю, заныриваю из своего вязания, чтобы мне отсюда выбраться, чтобы довязать этот ряд, и дальше перехожу к вязанию третьему, четвертому ряду в этой косе. Второй ряд готов. Косу я, видите, уже заплела. И нужно теперь сделать третий и четвертый ряд, чтобы она была еще чуть-чуть потолще. Для контроля себя можно опять пересчитать петли во втором ряду. Их должно быть 70. Третий ряд. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке и вяжу соединительные петли с накидом. Здесь третий ряд будет проще, чем первый, просто следую за вязанием, никуда не перескакиваю. Если мое вязание подныривает, лента, которую я вяжу, то и я подныриваю вместе с ней. Так вот, провязала, смотрю, как она идет, и сюда я и вывожу это изделие. И здесь нитку себе для маневра я тоже вытаскиваю. И продолжаю вязать прям вот по ходу ленты. Я особо здесь не задумываюсь, сколько у меня петель. Должно быть 70 в итоге, точно так же, как и везде в остальных рядах. И вязать здесь проще, чем первый ряд. Уже не нужно думать, как там что перекрещивать, куда. Подныриваем, выныриваем. Все, мы уже сделали основную работу. Теперь просто вяжу, следую по траектории ленты. Связала снова и нитку себе вытаскиваю. И опять.
И так вяжу до конца ряда. Естественно, в конце ряда я опять рекомендую пересчитывать петли для того, чтобы убедиться в том, что все правильно. Ну и четвертый ряд будет точно такой же, как второй. Это мы уже делали с вами, да. Свяжите его самостоятельно в обратную сторону. В третьем ряду опять нитка запутывается, в четвертом ряду она опять будет выпутываться. Встречаемся. Дальше в пятом ряду я покажу вам, как делать вот этот вот сцепной ряд. В нем тоже есть немножко особенностей. Делала я и четвертый ряд в третьей ленте. Поправляю здесь все лепестки. Вот, смотрите, коса завелась. Такая вот она получается. Это просто уже глаженная, стиранная, а здесь такой живой образец еще, который только что с крючка. И дальше смотрите, как связать теперь вот этот ряд. Да, чтобы перейти нам, допустим, мы такую косу пускаем по центру свитера или рукава, здесь как кому угодно, и как дальше перейти на вязание. Здесь есть несколько моментов. Делаю, это будет первый ряд, как бы первый отбивочный ряд. Воздушную петлю подъема, поворот, накид на крючке, а второй звенок крючка вкалываю крючок и вяжу 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. Но здесь я не могу просто начать вязать 5 петель из одной, 5 петель из другой. 5 петель из одного витка, 5 петель из другого витка, 5 петель из одного витка, 5 петель из другого витка. Почему? Я вам сейчас объясню. Смотрите, у меня витки лежат не строго напротив друг друга. Они как бы как шахматка лежат, да? То есть вот видим, вот этот виток, он лежит между двумя вот этими витками. Этот опять между. То есть они не вот так друг на друга совпадают, а вот так. Поэтому здесь мне нужно сделать небольшое смещение. И сместиться мне нужно к центру. Но у меня сам по себе виток состоит из 5 петель, 5 как бы на 2 не делится, ну никак, но это 2,5, да, 2,5 петли не получится, поэтому я делаю 3. Поэтому я смещаю на 3 петли. Если у вас 6, 6 делим на 2, смещаем на 3 петли. Ну, 7 опять-таки 4 тогда, 8 тоже 4, да, то есть мы ищем центр у нашего витка и к этому центру и смещаемся. Я связала 5, значит, нужно сделать еще 3. Итого это будет 8. Раз, два, 3. То есть первым шагом я делаю 8 соединительных петель. А дальше по нижнему краю, вот смотрю, вот виток, к которому мне нужно присоединиться. И мне точно так же нужно вот от этого нижнего края отсчитать 3 петли. Раз, два, 3. Вот сюда присоединяюсь и вяжу 5 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь следующий виток. Вот он. Здесь опять-таки нужно посчитать. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 8 и в 9 присоединяюсь. Раз, два, 3, 4, 5. Следующий виток. Опять смотрю, так, как он идет и где он вообще идет. Вот. Вот последняя петля, к которой мы присоединяемся. Напоминаю, что раппорт у меня 15, да? 5 из них присоединяется, 10 воздушных. То есть мы будем теперь отсчитывать от последней присоединенной петли 10. Здесь не очень удобно считать, но это придется сделать. Раз, два, 3. Ныряю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот она, 11. Вот она, 11. Накид на крючке. И 5 соединительных. Раз, два, 3, 4, 5. Опять так, вот теперь к вот этому витку нужно присоединиться. Вот до сюда он доходит. Значит, вот от этой точки считаю. Раз, два, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Вот она, 11. Раз, два, три, 4, 5. Так, следующий виток. Вот следующий виток. Вот так вот он проходит вот до сюда. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот она, 11. Раз, два, три, 4, 5. Ну, я надеюсь, этот момент понятен. Работаю так до конца, сцепляю все вот эти виточки. Среднего витка, то есть мне уже нужно перейти как бы в завершение этого ряда. Здесь я снова, вот он виток, снова отсчитываю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она, 11 петля. И здесь в конце должно остаться 7. Откуда это число? Раз, два, три, 4, 5. 6, 7. У меня все верно. Откуда это число? 7 плюс 8 равно 15. 15 это наш раппорт. И вяжу 7 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И все, смотрите, коса сомкнулась. Дальше можно продолжить вязать поворотными рядами. Я опять рекомендую для контроля себя пересчитать петли, что их здесь 70, что вы нигде не сбились. И дальше продолжаем. Ну, либо поворотные ряды, либо какие-то укороченные, либо можно отбивочный ряд изнаночных петель сделать. Все на ваше усмотрение. Довязала я и второй такой отбивочный край. Для этого образца 2 косы. Прошлась немножко отпаривателем по второй косе, чтобы она тоже стала немножко более прямой. И вот такая вот коса получилась у меня. Это одна сторона, допустим, лицевая. Абсолютно двустороннее изделие. Вторая сторона, допустим, это изнанка. Здесь все тоже очень красиво. Мне кажется, даже в спицах так красиво не получаются косы. Именно двусторонние косы. Ну, не знаю, если получается, то поправьте меня. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Спасибо за внимание. Пока-пока.